Здравствуйте! Сегодня в этом видео поговорим о предстоящем полнолунии. Поговорим об этом важном моменте месяца. Это очень мощное, значимое полнолуние года. Произойдет это полнолуние 28 января в 22:16 по Москве, в 9 градусе знака Льва. Полнолуние – это кульминационный момент, часто завершение чего-то, подведение итогов. Полнолуние всегда приносит сильные эмоции, неконтролируемую энергию. Энергия в это время на пике, поэтому желательно контролировать свои эмоции и вспышки гнева. Особенно повлияет это полнолуние на представителей знака Льва, у кого выражена Луна в карте. Также, если у вас есть значимые точки с 12 по 6 градус, это может быть планета или кубки дома в карте. Знак Льва – это наше эго, умение проявлять себя, это наше стремление, наши амбиции, достижение наших целей. Полнолуние в знаке Льва может обострить конфликтность, лидерство в отношениях. Захочется проявлять лидерские способности, властвовать. Обостряется наш эгоизм и самолюбие. Захочется привлечь к себе внимание, так как Лев очень любит быть в центре внимания. Еще один очень важный момент – это отношения с детьми. Отношения с детьми в этот момент могут быть довольно-таки агрессивными. И, возможно, даже родители не будут понимать детей. В момент полнолуния Луна делает оппозицию к Солнцу. Луна всегда находится напротив Солнца. Солнце в это время будет находиться в Водолее, что будет призывать нас учитывать мнение других людей, быть более открытыми, также быть открытыми к новым идеям, технологиям, инновациям. В момент полнолуния на небе образуется 2 Тау-квадрат, что придает мощь и напряжение этому полнолунию. Марс, Уран и черная Луна в Тельце сделают квадрат к Луне во Льве и Солнцу, а также к Юпитеру и Сатурну в Водолее. Этот Тау-квадрат и такое большое скопление планет дает очень мощное напряжение, стресс, с которым очень трудно справиться. Также в это время Нептун образует квадрат с кармическими узлами. Нептун – это планета обмана, иллюзий, вирусов. Этот аспект может вносить запутанность, неясность, давать нам какие-то страхи. Поэтому очень важно в это время не поддаваться никаким обманам, иллюзиям, страхам. Также в это время планета Меркурий, отвечающая за разум, контакты и переговоры, замедляет ход и готовится к ретроградному движению, которое будет 30 января. Это может вызывать трудности в общении и непонимание. Чтобы уменьшить напряжение этого полнолуния, нужно держать под контролем свои эмоции и найти психологическую опору в своей жизни. Найти то, что приносит нам энергию, позитив, расслабление. В это полнолуние будет полезным посмотреть фильмы или почитать книгу про знаменитых людей. Желаю вам в это полнолуние только радостных событий. До новых встреч. Всего доброго.